Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро-прогноз. Цыганский старинный пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет со дня на день. И я не ставлю специальных сроков, ограничений, потому что любой прогноз, будем реалистами, это все равно некоторые условности, это альтернативный вариант. И судя даже по вашим комментариям, за которые я вам очень благодарна, вы пишете, у кого-то это растягивается на более долгий срок. Ну и правда, наша жизнь такова. Не все быстро решаемо, а у кого-то наоборот время уплотняется, и один день значит, может быть, как месяц, а то и больше. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпадает. И такое я тоже допускаю. Мы все разные. Но, опять же, альтернативный вариант, я думаю, рассмотреть стоит, потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И когда мы смотрим расклады, все равно каждый думает о чем то своем. Ну вот просчитать, переложить свою ситуацию на то, что нам показывают карты, прочувствовать, как правда, если это по-другому как-то пойдет, а не как я предполагаю, что я буду делать? Вот это, по-моему, такое стоит такую работу провести. Итак, карты пасьянса, старинного, цыганского, никогда не знаешь, что они покажут. Они нам больше на события. Конкретное действие, без философии, психологии, а потом дополним картами Таро. Что же произойдет для близнецов со дня на день? Давайте будем узнавать. С чем это может быть связано? Уверенность. Вот больше будет уверенности у вас в каком-то вопросе. Стало быть, что-то будет проясняться, факт. Смотрим, что нам еще расскажут. Пока не вижу совпадений. Вот когда, ну, уверенность нам уже где-то говорит о том, что все идет своим чередом. Но в каком-то вопросе, в какой-то теме вы с чем-то будете факт определяться так основополагающе, жизнеутверждающе. И это, смотрите, это как новый путь, открытый путь. Иногда это как, знаете, ну, новая жизненная стезя, может быть, новое направление. Или, опять же, ваше какое-то решение, вас, может быть, как вот переворачивается сознание. Я должна сказать, этот период, это уже астрологические аспекты, знаете, он может сопровождаться, тем не менее, хоть нам, в общем-то, пока спокойную обстановку говорят. Но, может быть, мы что-то слышим. Вот информация, она может быть неожиданная такая, которая нас выбивает из колеи. Или когда мы думали, предполагали, видели или дело, или тему, или конкретного человека в одном каком-то свете, здесь мы можем поменять свое мнение, мироощущение, потому что мы видим, есть какая-то реальность, и мы уже от этого отталкиваемся. И Солнце в Деве активизирует наше критическое мышление. Поэтому вот что-то вы видите однозначно, как-то четко, понятно. Ну вот цепь– это сердечная тяжесть. Может быть, есть какое-то сожаление. Или, может быть, конкретная ситуация. Ситуация закончилась, а осадочек остался. То есть вот что-то такое у вас может быть. И по этому поводу какая-то тревога. Вот смотрите, как скрещенные мечи, так же и вот эти цепи. Это не есть что-то конкретное, материальное. Это наше где-то мироощущение. Получится, не получится какой-то решить вопрос. Ну, сейчас посмотрим до конца, разложим наш пасьянс. Но когда выпадает открытый путь, стало быть, какой-то путь вам все-таки открыт. Посмотрите, это прям как по судьбе. Крест– это значение судьба, карма. Дела домашние, дела, связанные с вашими родственниками. Смотрите, подкова. Подкова– это еще и удача, безусловно. Раньше, да, считалось, что подкова– это как на удачу. Поэтому он такой не только как бы это символ личного счастья, семейного счастья, но это еще какие-то удачные моменты. Может быть, стечение обстоятельств. И вам это по судьбе. Но, может быть, и переживания какие-то по судьбе. Такое я тоже могу допустить.
В принципе, для вас нет ничего невозможного. Вы даже, мои дорогие близнецы, можете тут что-то переиграть, ну, из разряда тех сложных дел, вопросов, когда все же я вижу, знаете, у вас есть какие-то как инструменты, возможности в руках, это точно. И при этом, как планеты вам помогают, Вселенная вам помогает для себя какой-то вопрос решить с большим плюсом. Ну, понятно, быть реалистами это нужно, и в первую очередь не допускать каких-то, ну, мыслей неправильных или вот этих тревог. Может быть, это у кого-то совпадает бессонница или нерешенный какой-то вопрос, тема, когда мы до утра вот, да, начинаем думать о чем-то, на ночь глядя, и ни одна нормальная мысль не придет. Уставшие люди делают ошибки, поэтому для вас так полноценно отдыхать, чтобы вот голова была свежей. Ну, как бы критическое мышление или холодный вот такой рационализм где-то, видимо, вам все-таки необходим. Потому что когда ключ выпадает, это ведь у кого ключи? Если мы на карты Таро переложим, это чаще это иерофант. Когда мы сами проходим какой-то экзамен в жизни, может быть, и буквально кто-то сдает экзамен, получая бумагу, сертификат, да, или когда открываются дороги, но действовать нужно по-другому, жить как будто, да, с каким-то другим, прицелом словно или с другим направлением, может быть и так, потому что ключ мы получили, возможность есть. А вот как мы ею распорядимся? Это вопрос уже лично к каждому. И я смотрю, что у вас еще совпало в нашем пасьянсе. Мы можем сложить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. И я пока с вами говорю, пытаюсь сообразить, посмотреть, увидеть, что тут у вас можем еще сложить. Не вижу, откровенно говоря, пока не вижу. Поэтому мы с вами, дорогие мои близнецы, вообще добрые очень значения. И я понимаю, что у каждого какая-то своя тема, задумка, задача, да и положение, в котором вы находитесь, оно тоже у каждого разное. Но для вас, правда, больше добрых энергий, по крайней мере, в ближайшие дни. Значит, и не упустите момент тоже. Ладно, давайте мы пойдем дальше. Ваше настроение, общий фон в ближайшие дни. Ну вот, все равно перевернулось. Много карт, я уже их не рассматриваю, хотя по десятке мечей. Ладно, как-то так получилось. Оставляй прошлое в прошлом, как будто. Да, вы смотрите, тут что-то у вас какой-то знаковый момент. Вам нужно как отказаться от какого-то прежнего шаблона. Вот идти вперед, ключи. Возможности точно есть. Возможности есть и договориться. Но для вас другие энергии, посмотрите. Не поступайте, как вот вы раньше поступали. Вам это не помогает. Потому что, когда и десятка мечей мы в прошлое закрываем дверь, так и окончание само по себе по 13-му аркану. Тут какая-то ситуация может быть в вашей жизни, как квинтэссенция, которая окончательно закрыла одну дверь и открывает другие. Так вот тоже может быть. Может быть, это по принцессе чаш, ну, какая-то, как вопросы любви. Посмотрите, вы можете тут думать, решать. Вот для тех, кто в паре, в отношениях, тут помощь близкого человека, какое-то взаимодействие. Может быть, это и вы будете вспоминать по прежним отношениям. Да, все-таки иногда шестерка чаш говорит о том, что с кем-то мы или дружили, или были вместе. Вот теперь эта карта как ностальгия. Может быть, это вам захочется где-то вернуть, как отмотать эту кинопленку истории своей жизни назад. По четверке пентаклей эта карта опять же как вот якорь вот этот вот, понимаете? Но, видимо, что-то вам тут передумать, пересмотреть все-таки придется. Причем так однозначно. И для вас это может означать что-то совершенно новое, переход на новый уровень. Но от прежнего шаблона вы можете себе как по мечам тревога, так и вот эта сердечная тяжесть, когда вам решиться еще на что-то нужно. Решиться это, наверное, самое сложное. Тысячу раз себе задаем вопрос. А смогу, не смогу, да? Получится, не получится. Выдержу, не выдержу. Так ведь тоже бывает. Ладно, настроение. Общий фон для вас. Ну, радость будет, это точно. И поэтому я допускаю, у каждого свои приоритеты, у каждого свои задачи.
Но, видимо, какая-то или какой-то наболевший вопрос, тем не менее, к радости. Ну, может быть, и не решится на 100% прям вот одним махом, но то, что радость есть, это факт. Настроение улучшится или настроение будет хорошим. У кого-то вопросы любви, эмпатии, признания в любви. Вот что-то такое волшебное. Но настроение, оно такое не просто оптимистичное, а ну, в каких-то добрых, гармоничных энергиях. Эмпатия, может быть, к вам кто-то откликается даже, да? Ладно, что прояснится? Вот какая-то финансовая тема вообще по шестерке Пентаклей, снова повторюсь, помощь высших сил. Называйте это как угодно, но иногда по этой карте, ведь это карта такого, знаете, ну, баланса в квадрате, в кубе, потому что шестерка Пентаклей, во-первых, 6. По нумерологии это всегда победа. И эта победа не та, которая, знаете, вот с небес она упала нам в руки. Это, видимо, в решении какой-то темы задачи. То есть мы прикладывали усилия, и вот теперь мы видим плоды труда своего. Или хотели решить какой-то вопрос, двигались, и мы теперь его решаем. Но это и баланс. Если мы говорим о весах, мы можем по 3 пентакля положить на каждую чашу весов. Поэтому вот этот баланс. Видимо, и вам придется, да, что прояснится. Где-то быть дипломатом, но и, может быть, с помощью денег вы решите какой-то вопрос. Такое тоже могу допустить. Иногда нам приходят на помощь люди, кстати, по этой карте. Вот если вам нужна какая-то сумма денег, есть тот человек, который вас выручит или вам поможет осуществить какое-то дело или решить какой-либо вопрос. Это как группа поддержки. Единственный момент, вот вам кому-то одолжать деньги эта карта не рекомендует. Наоборот, она говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Очень добрые энергии, как и настроение, так и что прояснится. Но, тем не менее, что-то действительно для вас важное прояснится, основополагающее. Давайте мы узнаем по основным сферам жизни. И первое – это личная жизнь, любовь, вопросы дома, может быть, семьи. Сама семья, вопросы дома, и жилища, и дом полная чаша, и взаимопонимание, и радость. Ну, в общем, наверное, вот если соединить вот эти две карты, вот мы получаем по максимуму десятку чаш. Правда, повод для радости будет, мои дорогие близнецы. Тогда давайте посмотрим сразу на достижения. Аркан Колесница. Может быть, вам придется куда-то и отправиться. А ведь и правда, для кого-то из вас серьезные карты вам выпали, как и десятка мечей, так и 13-й старший аркан. Завершается что-то. Вы проходите трансформацию. И, видимо, вот у каждого эта трансформация в какой-то своей сфере или области. Но, скорее всего, на вас будут влиять, оказывать влияние, как и люди извне, из разряда ваших знакомых, друзей. У кого-то это могут быть близкие, люди на расстоянии, кстати, такое тоже может быть. Это вы можете как быть, ну, иметь контакты и находиться на расстоянии с каким-то человеком. Работа может быть на расстоянии, удаленная работа, да, если мы говорим на сферу достижения. Может быть, для кого-то придется поехать куда-то, как я говорила, может быть и далеко. Возможно, вы будете какую-то поездку планировать. Такое тоже допускаю, но все-таки эта карта больше несет позитивного значения, удачное какое-то решение. Но и на последующий период нам говорят, не оглядывайся назад, вам отсюда только вперед. Вы как будто знаете, куда иногда по этой карте рост вашей популярности. Ладно, что же по финансам? Аркан влюбленная. Ну, баланс, безусловно, еще раз, все то же, что я сказала по шестерке пентаклей. И на финансы выбор какой-то. Откуда к вам приходят деньги? Каким образом? Может быть, кто-то будет осваивать, и я такое могу допустить, ну, как платежные сервисы, как это работает. Или, может быть, вы ищете работу, и вам тут возможности будут. И первая, и вторая вы будете выбирать. Но иногда по финансам все-таки это может быть и помощь ближнего. Вот правда, тут у каждого по-своему. По аркану влюбленные, именно в этой колоде все-таки у нас тут двое, и руки их скреплены красной нитью.
Вот есть какие-то взаимоотношения, которые вы точно будете продолжать, ну, а с учетом десятки кубков, правда? Ваши близкие, ваши, ну, кто-то вот из самых таких доверенных людей может прийти на помощь. Может, это у кого-то по работе, а может быть, это все-таки финансы, да? Мы все разные. Если вы не работаете, вам кто-то окажет содействие, помощь. Но и вы-то все равно на выборе. И вот это предыдущий аркан колесница и говорит, что выбор делать стоит. Но этот выбор, он не должен быть с чем-то из прошлого, мои дорогие. Все же колесница, она несется буквально вперед. Поэтому вот для вас выпадают очень добрые значения. И на каком бы отрезке жизненного пути вы ни находились, вам действительно высшие силы, пространство, Вселенная помогает. Рассмотрите, вот представьте, что у вас сейчас, как у иерофанта, есть и знания, есть и опыт. Разный опыт может быть, такое тоже. Есть то, что вас заставляет задуматься или что-то даже передумать, переиграть. Но тогда и для вас Вселенная как приготовила какой-то совершенно новый путь. Более удачный, более счастливый. Но выбор никто за вас не сделает. Выбор только за вами. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, за ваши комментарии, за вашу помощь и поддержку. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.